интересно, ваш кибуц Холит, он почему-то не так сильно звучал в новостях. Живых увидел и увидел много мертвых. То есть он пустой по факту? По факту он пустой. Получаем постоянные сообщения от жителей кибуца: пожалуйста, спасите нас, нас поджигают. Много их было? По ощущениям было многовато. Чувствую, что-то ноги мокрые, и смотрю, у меня вот осколок небольшой. То есть ты был уверен, что ты... Я был уверен, что я погибну. Мама и папа запрятали маленькую девочку в шкаф, и вот к ним ворвались мамады и убили их. Просто за секунду сгорали. Два пожилых человека, они прям с самого начала кибуца. Прошел Холокост, чтобы потом в конечном итоге погибнуть вот от этого. Холокост 2. Да, да. 7 октября. Даниэль, вот интересно, ваш кибуц Холит, он почему-то не так сильно звучал в новостях везде после 7 октября, как, например, кибуцы Бери, Кфараза, Нахалёс. То есть у вас кибуц гораздо меньше по отношению с другими кибуцами, но при этом он пострадал не меньше. И спасибо тебе, что ты пустил нас в этот кибуц. Я знаю, ты говорил, тут буквально, по-моему, 3 человека живут. Ну сейчас. да, 3 семьи, 3 семьи которые осталось. вернулись недавно. Да, и готов поделиться своей историей. Скажи, пожалуйста, ты лично сколько лет уже в кибуце живешь? С 2010 года, где-то 15 лет примерно. Все это время ты жил Да, в кибуце? да, в этом кибуце. А сколько у вас кибуц насчитывал домов, семей, если у тебя есть цифры? Домов в целом точное количество не скажу. У меня, к сожалению, проблемы с памятью после 7-го из-за ПТСР. Но людей я знаю, что было в районе 210-215 человек с детьми вместе. Но то есть наш кибуц набрал это количество за последнее время. То есть за последние 10 лет. Это вот когда ты приехал? Да, когда я приехал, у нас кибуц был, у нас жило где-то 20 семей, то есть кибуц был очень маленьким, половину домов были, вообще в них никто не жил. Ну, кибуц потихоньку просто развалился, молодежь не хотела оставаться, вот, и кибуц вот начал менять и принимать людей на аттрактивных условиях, и вот приняли много новых семей с детьми, молодых. Сколько домов у вас пострадало? Насколько я помню, примерно процентов 20-25, то есть от всего, что есть. Это именно дома, которые вот сносят, то есть пожары, которые сожгли. В которых стреляли? В которых стреляли, в которых убивали. Но в целом, мне кажется, почти все дома пострадали так или иначе от именно 7 октября и от того, что происходило после. То есть после это и воры, которые тут были в целом, ходили, воровали и хамасовцы, и... Типа мирные жители? Ну, типа мирные, да, и были истории с еще людьми, которые были переодеты в солдатскую форму. Они здесь у вас заходили, да? Да. Опять же, я не знаю, точно ли эта информация или нет, но, опять же, вот у нас говорили про то, что вот люди заходили вот в форме солдат и выходили, ну, то есть без всего, а выходили прям с сумками. Вот тут убили именно семью, где они запрятали маленькую девочку, мама и папа запрятали маленькую девочку в шкаф, и вот к ним ворвались мамады и убили их. И вот сосед, который мой, Гидон его зовут, и он, короче, с пистолетом ворвался к ним в дом потом и забрал ее к себе. Там сейчас ремонт идет, типа там ничего такого уже нету, все у всех поснимали уже. Я с ним ходил, когда он мне рассказывал примерно, где он что видел. Он сказал, что вот тело отца тут лежало, ну, а мать уже внутри мамады, а девочка в шкафу была. Твоя история, на самом деле, удивительна. Твоя история спасения. Вот в рамках событий, вот если прямо с утра начать, как правило, там 6:30 утра или во сколько Так, у вас? ну да, 6:30 суббота. В субботу я обычно встаю довольно поздно, то есть хочется отдохнуть. Ко мне должны были приехать друзья в бассейн из Бершевы, так часто делали. И вот в 6:30, нет, чуть пораньше, думаю, где-то 6:28, 27, я лично просыпаюсь от ракетной тревоги. То есть первое, что я сделал, я ночую в Мамаде в основном, ну, потому что уже научен. Ну, в Мамаде я спал, то есть и в 6:28, когда начались ракетные тревоги, я сделал немножко обратное. То есть вместо того, чтобы оставаться в Мамаде, я побежал в сторону двери,
потому что вот у меня есть кот, который очень любит по ночам спать на улице. Да. И я вот побежал, чтобы его позвать, и вот начались прям очень мощные взрывы. То есть некоторые от ракет, слышны свист ракет, и какие-то вот взрывы, прям крики на арабском, потому что я живу очень близко к забору, я вот прям начал слышать прям крики на арабском и побежал обратно. А из вот Мамады. крики на арабском это сразу были слышно во время 6.30 Ай. обстрела или попозже? Я вот совсем точно не помню, но я помню, что я слышал какие-то крики на арабском. И вот меня это смутило прям, поэтому я закрыл дверь быстро, и я даже диваном задвинул, ну, чтобы дверь, чтобы нельзя было прорваться. Потому что я не знаю почему. Вот честно, вот казалось, что что-то не то. Что на этот раз как-то по-другому. Ну и количество, и взрывы, и вот свист ракеты, еще и вот это вот общение на арабском. Вот один из моих соседей, который тоже выжил, он сказал, что вот прямо уже в это время, он очень рано встает, он уже типа слышал тоже крики на арабском. То есть, можно сказать, еще до вот массированной ракетной атаки, как будто бы. До Вот 6.30? вот что-то типа этого помню. Я, опять же, не уверен в этом на 100%, потому что у меня проблемы с памятью пипец какие после этого. Но он об этом говорил. Вот. После чего вот, побежал уже в Мамад, закрылся. Ну, там уже в окна. Я не знаю, или там осколок, или что-то прилетело через окно, или пуля. И, короче, меня выбило окно, и я об стекло еще немножко поранился, когда бежал в Мамад, но не заметил этого. То есть у меня такой адреналин сильный был. Закрылся, и вот спустя где-то минут 10 только понял, что у меня что-то чувствую, что-то ноги мокрые. И смотрю, у меня вот осколок небольшой стекла в ногу вбился. Ну, так как я был в Ихуда Ацара очень, тоже где-то 5 лет, я себя перебинтовал, у меня была аптечка дома. То есть это осколок именно от стекла, не от От ракеты, стекла, не от гранаты, от стекла. Я потом это уже увидел, после того, как нас вывезли, и я сюда вернулся повторно, я уже увидел, вот, куда там попали. Попозже даже покажу вам. И все, вот, и началось, так сказать, все веселье. Ну, тут опять же все снесли. Вон тут они РПГ всадили в окно в Мамада, в этом доме. И девушку ранила. Там у нее отец был полицейским, он отстреливался, а мать пока это... Ну, она сознание потеряла от потери крови, у нее в голову очень сильное ранение было. Ну, тут уже никак не войти, наверное. Дверь закрыта. Ну вот, откачивали ее, пока не забрали, не спасли. Ну, тут Мамад снесли. Специально. Вот от выстрелов пули еще видны, где он тут перестрелки устраивал с ними. Повсюду им тут и гранаты кидали. Повсюду и окна, и осколки от гранат. Ну, тут я вижу, уже Мамад снесли. Потому что его уже было не восстановить. Что было, расскажи. Были очень громкие взрывы. Поначалу люди не понимали, что происходит. То есть мы переписывались в группе в WhatsApp. У нас сразу же в этой группе, в нашей районной, спросили, кто дома, кто нет. Все ответили. И вот в самой кибуцной тоже начали вопросы, а что это за странные взрывы, что это за шумы. Я помню, там даже какая-то маленькая девочка сказала, звучит как попкорн лопается. Потому что вот когда пули вот попадают рядом, вот такой пак-пак-пак-пак, и она говорит, как будто попкорн лопается. И наш спасатель в шутку сказал, ну, ребятки, извините, походу сегодня мы бассейн не откроем. Ну, поначалу никто не понимал, что вот прям происходит. Но вы уже слышали террористов в кибуце? Я слышал голоса на арабском, потому что я живу вот прямо с той стороны, где они прорвались. А автоматные очереди уже Автоматные уже очереди начались. Начались. То есть мы слышали их и из соседнего кибуца Суфа, из базы Суфа, и от нас уже, потому что у нас, вот как только это все началось, у нас наш Равшац поехал проверять, что происходит. Его тоже там в первые же минуты убили. Вот, и потом уже потихоньку начало все усиливаться.
Выстрелы уже прям были у меня в моем районе. То есть в какой-то момент я слышал, как они там прям заходят в дома и орут под окнами уже на арабском. Много их было, ну, по ощущениям, по голосам. По ощущениям было многовато. Крики, смех, радость. Я не до конца понимал, что происходит. Я вот даже помню, как я вот в первые же минуты, кстати, позвонил, что не в полицию, а у нас есть в МУАЦе как битахон такой. То есть куда все, ну, как в Ерию звонить, вот то же самое. Я сказал: слушайте, у нас тут выстрел внутри кибуца. Они сказали: мы понимаем, ожидайте. Вот и все. На этом все. Да, тут жил Ролан Султан и Ронит Султан. Это два пожилых человека, они прям с самого начала кибуца тут жили. Насколько я помню, он занимал должность, ну, вообще по личным проблемам членов кибуца. Вот. И их тоже вытащили наружу и застрелили. На траве за домом нашли. И потом дом сожгли. Ну, у них дети остались в живых. Ну, они уже взрослые. И да, и постоянные выстрелы, постоянные крики. Получаем постоянные сообщения от жителей кибуца наподобие: пожалуйста, спасите нас, нас поджигают. То есть это в вашем чате кибуца, В да? нашем чате кибуца нам кинули гранату в комнату: моя дочь ранена, пожалуйста, вызовите скорую. Этих людей ты всех знаешь, соседей. Да, у нас очень маленький кибуц. Это не только соседи, то есть это со всего кибуца. Мы все всех знаем. Вот. Именно преимущество такого маленького кибуца — это такая семейная атмосфера. Так как я бывал и в других кибуцах, более больших, я работал в Нерозе, то есть там вот прям такого я не почувствовал, такой семейной атмосферы. То есть, что все праздники делаете вместе, все знают, кто где работает, кто что любит, какой кофе он любит и как. То есть даже чисто прогуляться вот по своему району после работы я приходил, у меня сосед сидит на улице, пьет кофе, говорит: давай, садись со мной. Сидели, общались. Прям видел, как растут их дети тоже. Прям такое семейное, очень семейная обстановка, и ощущения такие теплые постоянно были. Ну, тут уже все снесли. Ну, вон в том маленьком домике, который там стоит на окраине, там жил Моше Ридлер, вот, который пережил Холокост. Он маленький там. И его, как это называют, не помощник, а который за ним ухаживал. Да, Метапель, короче, его тоже застрелили. Метапель из-за границы был. Газа вон там, все, это Газа. Это уже Египет и Керам Шалом там вдалеке. Ну вот они прорвались тут, где новый забор, и с моей стороны тоже. Вот сейчас еще расширили, еще один забор поставили. Не знаю, правда, для чего. Теперь будет два забора, которые надо будет пробить за 3 секунды. То есть ты был уверен, что ты погибнешь? Я был уверен, что я погибну, потому что я уже слышал, как они входят в дома моих соседей. То есть я слышал стрельбу, я слышал крики, я слышал плач детей. В какой-то момент даже вот мой сосед, у которого убили его жену и похитили детей, вот он мне тоже, его не было тут, он был на одной из вечеринок, вроде на Псайдаке, если не ошибаюсь, со своим братом. Девушка брата была у него дома, и его жена тоже у него дома. Вот, и он мне позвонил спросить, не знаю ли я, что случилось с его женой. И мне было вот очень-очень
То есть я примерно понимал, что происходит, потому что я слышал и гранаты, и выстрелы с того дома. Но я вот не знал, как им это сказать, и сказал, что не знаю. То есть у меня не нашел в себе сил, как это им сказать и объяснить. Вот. Тебе в дом ломились в итоге? Мне в дом не ломились, мне повезло. У меня дом центральный, у нас идет типа тройные такие дома, то есть один длинный дом для 3 семей. И у меня был в центре. И мне, я не знаю, или очень повезло, и они думали, что тут никто не живет, или они думали, что это часть какого-то другого дома. То есть мне безумно повезло, потому что вот прям в соседнем доме, прям за моей стеной, они в конечном итоге, после того, как они убили соседку и забрали у нее детей, они сделали как такую свою базу с картами, с оружием. То есть там прям такая заварушка была сильная. И, кстати, это то, что меня в один момент и спасло, потому что многие дома они просто поджигали. Они не стали ломиться в некоторые дома, они просто поджигали их. А эти дома горели просто за секунду сгорали. И вот это то, что меня и спасло в конечном итоге тоже. То, что они подселились рядом. То есть я слышал разговоры, я слышал крики. К сожалению или к счастью, я арабский не понимаю. То есть к тебе они вообще не ломились? Не ломились, но стреляли по окнам в доме, стреляли по окну мамада. Это было. И вот я помню, вот это все продолжалось, все крики, все сообщения от «спасите, помогите». Какие-то левые номера начали добавляться к нам в группу кибуца и говорили, типа, это мы, армия, пожалуйста, пожалуйста, скажите ваше местоположение, мы придем. Но в тот момент мы уже знали, что они переодеты в форму ЦАО, многие из них, многие террористы. У нас было, мы даже придумали, типа, то есть те, кто мы знали, что они точно солдаты, мы передавали, я не помню, какое-то кодовое слово, что только если они скажут это кодовое слово, мы можем открывать дверь. То есть они каким-то образом попадали к вам в чаты, в ваши группы? Мы не были уверены, если это они или не они. Но мы боялись сообщать им наше местоположение, потому что мы не знали, а вдруг это террористы. Которые хотят которые понять, взяли... где вы Да, находитесь. да, да. То есть я не скажу, что там, возможно, террористы были в этом чате, но мы не стали говорить. Типа, не стали открывать, не стали говорить наше место. У нас была женщина, которая занимается, как это называется на русском, то есть хамаль. У нее есть такая оборудование комнатка, и она знает, где кто находится, где примерно идут бои и так далее. То есть у каждого кибуца есть такой человек, который этим занимается именно. У меня тут был отец, который погиб, прошел Холокост, чтобы потом в конечном итоге погибнуть вот от этого. Холокост 2. Да, да. 7 февраля. В этот дом, если он... тут никак не зайти. Так там пытались вломиться. Вон даже следы от ног остались, как они пытались пинать дверь. Вот, кстати, повезло людям, у которых были хорошие двери. Вот у меня была деревянная. А на твоей улице много домов сожгли, пострадало домов? Пострадало домов много. Сожгли не один. Вот потому что у нас улица идет как? 4 дома длинных, в каждой по 3 семьи. Улица подо мной, там сожгли 3 или 4 дома, которые уже снесли. И на второй стороне кибуца тоже. То есть они прорвались в кибуц, насколько я понял, с 3 точек. Это вот именно там, где мой дом, где мой район, со второй стороны и с главных ворот, если я не ошибаюсь. Как долго их были вот эти крики, выстрелы? Выстрелы... Я вышел где-то в районе 8 вечера в конечном итоге. То есть к 8 вечера только все притихло? Более-менее, да, но выстрелы постоянно были. То есть я помню, что где-то в районе 4 или 5 я услышал танк. Вот я прямо почувствовал, что, возможно, у меня есть шанс выжить. И потом я только узнал, что это были девушки, которые приехали на танке. Потом смотрели даже, кстати, видео, как они это делали. Просто вломились через ворота и начали расстреливать террористов с пулеметов, давить их. И тут еще была еще одна ехида, которая приехала. Прям спасли нас. То есть армия вошла? Армия в конечном итоге вошла, да. Во сколько точно, я не знаю. Опять же,
не до конца понимаю. Но бои шли, и выстрелы, и, к сожалению, я не умею различать выстрелы. И когда вот я вышел, я помню, что я вышел через заднюю дверь, меня вытащили солдатка. То есть я почему поверил, потому что я услышал женский голос на иврите. А что она кричала? Она сказала за цаль», то есть это армия, выходите. И тогда я понял, что можно выходить. Вот у нас, кстати, за неделю на выходных была встреча мужчин тут. У нас купол геодезический есть. И там шашлычок, пиво, сидели, просто общались, мужчины, коллектив мужской. Да, и мы вот потом только поняли, что это был прощальный круг мужской, потому что, многие и не это. Ну, сейчас уже, к сожалению, все заброшено. Армия к нам пришла в районе, мне кажется, 2-3. Ну, то есть в целом от 6:30 до 3 они спокойно тут гуляли. Когда я вышел, я видел некоторых соседей с другого немножко района, которые были, напротив меня живут. Все были шокированы. Ну, они живых ты увидел? Живых увидел и увидел много мертвых. То есть, когда я вышел, я видел, я не знаю, мне кажется, трупов 15-20 террористов, которые просто лежат вокруг моего дома мертвые. И потом я помню, что меня спросили, типа, ну, не лично меня, а вот тех людей, которые там были из наших, кто может помочь в опознании. Мы хотим понять, кто террорист, кто не террорист. И я, так как я был в медицине именно в Ихуда Ацаля много лет, я такой думаю, ну, что я там не видел? Смерть я уже видел. Подумал, что смогу. В конечном итоге вот ходил по домам и опознавал и террористов, и издалека, но, к сожалению, видел и трупы своих соседей некоторых. Вот. Сколько человек в итоге у вас погибло? В конечном итоге у нас погибло 15 человек? И еще вроде 2 солдата, которые вошли. Я точно, извините, у меня с цифрами и с памятью, у меня как будто бы это все удаляется и приходит заново. А среди погибших у вас дети были? Детей не было, у нас были ранения детей. То есть было то, что детям кидают гранату в мамат, где они сидят вместе с родителями. То есть вот даже моя соседка, она до того, как ей кинули гранату в мамат, она смогла убить одного террориста. То есть у нее была М16 мужа, она позвонила ему и спросила, как им пользоваться. Он ей объяснил, она смогла убить одного террориста, но после чего ей кинули гранату, ранили детей. И она погибла? И она погибла. Ее не могли найти очень долго, думали, что она тоже похищена, но они на самом деле просто закинули ее, закидали всякими вещами и просто заминировали мамад. Ее тело в мамаде. То есть ее не могли найти очень долго. Девушка по имени Таиля погибла. Катаби. Это вот ее парень и его брат, они были на одной из вечеринок. То есть она была у себя в мамаде. Я думаю, в целом можно зайти? Скорее всего. Там уже ничего такого нету. Тут все уже запечатано в целом. И вот кровь повсюду тоже. Или это не кровь? Ну, так и так себе. Не знаю. В Нерозе тоже видел места, где была кровь. Так что в целом я уверен, вот тут. Вот, была еще история, когда тоже была семья, мама, отец и сын, которые прятались в мамаде. Ну, и отец держал ручку двери, ему просто, насколько я понял, или был взрыв, или выстрел с чего-то, ему оторвало руку, отцу.
Они вошли в мамад, мама загородила сына, и они просто расстреляли маму, и мама защитила своего собственного сына, хотя его тоже ранило в живот. И он лежал около 4 часов с раненым животом тоже, под трупом своей матери, и не двигался. И он, как он рассказывал историю, он еще слышал где-то, что обычно люди, когда умирают, они с открытыми глазами. Когда террористы приходили еще раз проверить, он был с открытыми глазами и не двигался по телам своей матери. Ужасная история тоже. И еще история, что ворвались тоже в дом, убили отца и мать, и девочка пряталась в этот момент в шкафу. И их сосед прорвался в дом потом и забрал ее, то есть просто пронес над трупами своих родителей. То Спас. есть, да, ужасные вещи были. То есть даже вот то, что у меня у соседки после того, как ее убили и забрали детей из комнаты, вот там, кстати, видео есть, где Хамас просто играют с 2 детьми около дома, и там одному из них говорит «пей воду» и так далее. То есть этих детей потом передали другой девушке, похитили их всех в Газу и на границе их отпустили. То есть она потом босиком в районе 4 часов шла назад в кибуц по полям с 2 ранеными детьми. Ну, добралась, слава богу. Остались целы, живы. Мой, сейчас покажу. Вот, то есть это троица, нет, это двойка, и потом идет тройка, да. То есть это двойной дом, а вот сейчас вот начинается вот это все здание, это уже мой. То есть вот тут у меня соседа уже нету. Мой мамад. И вот мамад, который разрушили, это где у меня соседку убили именно. Ну вот они, вот в этом вот доме они были, где убили мою соседку, вот в этом мамаде. И они вот тут свой сделали хамаль, где у них и карты, и оружие, и все лежало, потому что я вот тут опознавал тоже террористов внутри. Все это усыпано прям трупами было повсюду, по всей траве. Вон даже следы от пуль на окнах мамадов повсюду. Это уже после ремонтов в некоторых домах, потому что у нас этих штор не было. Вот тут была такая, как пергуля, как беседка такая большая. И вот тут они с детьми сидели и играли. Вот я вам ролик потом скину. Они прям вот с ними нянчатся. И то есть и вот мой мамад прям, из которого все в целом слышно. Да, я здесь сидел. И тут вот еще один мамад был. Вот тут типа еще комната была огромная, которую снесли. И вот тут прям тело террориста было. Тут карты на столе лежали. То есть они прям с картами совсем пришли. Да тут повсюду же это, что у них, и рабочие палестинские ходят и так далее. У нас был человек, с которым мы работали в Нерозе, который нам деревья пилил. Ну, приезжал. У него был рабочий из Газы. И он сказал, типа, что вот в тот же день, ну не в тот же день, а за день до, он ему сказал: слушай, никуда не езди, потому что что-то будет. Он так еще подумал: что, дурак, что ли? Что ты мне такое говоришь? И только потом он понял, и он его сразу в шабак сдал. Там, насколько я понял, даже были карты, где написано, типа, у кого оружие есть. Кто Равшац, где он живет. А у вас кого-то из кибуцев в заложники взяли? Да, брали. Брали? Таиландских рабочих брали. Бедуинскую семью брали, которая была. Они у вас жили? Да, они у нас жили, они работали на коровнике очень много лет. Хорошая семья. То есть они даже своих похищали, можно сказать. Ну, не своих в плане этого, но тех, кто видит. И они живые вернулись или нет? Таиландцы вернулись живыми. К сожалению, бедуинская семья, отец и сын, их расстреляли, дочь вернули. Расстреляли уже в Газе, да? Да, в Газе. А тайские рабочие, они потом что, они уехали? Насколько я знаю, они уехали, но вот интересный такой факт, что у нас были тайские рабочие, которые работали где-то, ну, не знаю, лет 6-7 назад и закончили вот свое проживание в Израиле и вернулись в Таиланд после того, как случилось 7 октября. То есть они прям вернулись именно в Холид, чтобы помогать и работать тут, потому что настолько им вот нравилось это место. То есть они работали у нас и на коровниках, и на полях, и на апельсинах, на авокадо, на манго, то есть... Их не пугала ситуация, вот, что произошло, и то, что сейчас война? А знаете, многие люди вот как будто бы рвались в эти места. То есть
Даже не израильтяне, получается. Даже не, израильтяне тоже, многие израильтяне тоже, потому что вот когда мы вышли, я помню, что я видел очень много машин, которые не наши, потому что я знаю машины своих соседей и так далее. Там все сожжено было еще, кроме моей, кстати, машины. Все машины сожжены были. Я видел очень много машин. Я спросил, что это за машины, и мне солдаты сказали, так мы на своих приезжаем. Мы все приехали на своих машинах. Это кто? Солдаты, Солдаты, которые, да, все- пробивались к кибуцу, то есть очень большое количество именно машин, ну, личного транспорта, на которых они приезжали. И потом я понял, что не все доехали, потому что когда вот нас вывозили, я поначалу думал, что нас сейчас будет на бронетранспортерах вывозить и так далее, но сказали, нет, собирайтесь, у вас 30 секунд. Я быстренько побежал в сторону дома моей мамы, потому что мы с ней общались по WhatsApp. С мамой все в порядке. Да, с мамой все в Что- порядке, все хорошо. Ну, попрощался я со всеми. Кстати, для мамы я тоже сообщение подготовил на всякий запасной, но не отправил. Потому что было очень много сообщений от всех друзей, знакомых, родственников, что то есть пришлось попрощаться прям со всеми, потому что вот чувство было, что не выйдешь оттуда. И вот, когда уже пришел за мамой с солдатом, нам дали 30 секунд собираться, то есть она живет в другом месте. Она собирала свои вещи, я свои, и мы спросили, как мы выезжаем. Они сказали, на своих машинах. То есть мама села в свою машину, и не только она. То есть многие, у которых машины уцелели, они были расстреляны. То есть без окон, с пулями в дверях. То есть каждый есть сел на свою машину. Террористы просто ходили и машины еще расстреливали. Да, Сжигали да. дома и расстреливали. А тут не только это было. Тут были истории, что люди вот у некоторых домов просто сидели, какие-то молодые парни курили кальяны, кушали там финики и радовались жизни. То есть просто так. В доме, где они убили, они просто на улице сидели, курили кальянчики и кушали финики. Радовались жизни. Просто так. Как будто ничего не случилось. Убили евреев несчастливо. Да, Или, да, или да. не евреев. Смеются, радуются, шутят. То есть это все тоже было. Вот. Сидел, держался за ручку. Тут сам ничего не осталось. У меня все вещи почти сломаны были, выкинули. Ну вот, кстати, тоже моя форма, в которой я тоже волонтировался в Магаве в детстве. Ну, я с 16 лет с ними катался. Фиг знает, что с ней делать. Они сюда долбились? Они, да, долбились, орали. Они вот прям тут стояли, кстати, курили, смеялись. И вот они вот, эта пуля оттуда прилетела, и вот это окно разбило, и когда вот бежал, в ногу-то и зацепил. То есть он вот даже дырка тут, он справа. Могу открыть эту штучку вроде. О, гнездо оставили, спасибо рабочим. Вон она. Ну, она отсюда прилетела, с этого окна. Ну, они прям тут ходили по району, стреляли по всем окнам. Я думал, они меня заметили вообще-то. Ну и в целом как-то так. Я помню вот этот момент, когда ты едешь по этой дороге, выезжаешь из кибуца, нам сказали ехать в сторону кибуца Гвулет, что нас вывозят туда. И ты, с одной стороны, хочешь ехать под 200, чтобы побыстрее отсюда убраться, потому что до сих пор слышишь выстрелы отовсюду. С другой стороны, ты не можешь, потому что вся дорога усеяна трупами просто. То есть ты зигзагами едешь вокруг трупов. И ты видишь машины, которые ты знаешь. Потому что наш муниципалитет, он небольшой, он маленький. У нас всего-то, сколько, 16 тысяч человек, но ты знаешь почти всех, потому что ты с ними работаешь и учишься, и видишь их в магазине. То есть большую часть людей ты знаешь, и ты видишь знакомые машины, ты видишь трупы, которые свисают с окон, и ты чуть не наезжаешь на мертвого мотоциклиста. Ты видишь, что стоит какой-то горящий танк посреди дороги. То есть это было прям пипец. То есть и в целом эта дорога, которая занимает у тебя 10-15 минут, заняла примерно 25. С выстрелами со всех сторон, с объездами трупов. Дорога полностью темная. А ты видел тех, кто стрелял, еще террористы там?
Или просто Нет, звуки я не видел были? звуки. 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 Там было очень темно, там свет потух. Ну, за весь день я примерно... То есть ты понимаешь, что там происходило, потому что они весь день на этой дороге ходили и расстреливали, и убивали и солдат, и людей, и гражданских, и просто все равно было. И я помню вот этот момент, когда мы приезжаем в кибуц Гвулет, и вот начинается как это назвать, просто как проверка по номерам, кто жив, кто не жив, у кого какая-то информация. И мы понимаем, что вот просто от общения, что многие из нас просто не вернулись. Да, было нелегко до сих пор, к сожалению. Нелегко это все. Когда ты вернулся обратно в кибуц? Или ты не живешь сейчас здесь? Я сейчас здесь не живу, то Ты есть... так и не вернулся. А тут еще, кроме вот реально 3 семей, никто не вернулся. То есть он пустой по факту. По факту он пустой, да. Люди не возвращаются, не хотят? А тут пока что стройка. Я не уверен, что люди хотят жить на стройке, и я не уверен вообще, что люди, если они вернутся, я не знаю. Некоторые хотят, некоторые не хотят, некоторые, как и я, говорят, посмотрим. То есть лично я попробую вернуться. Но я не знаю, как мне будет тут, ну, как я буду тут спать, получится ли у меня тут спать. Потому что у меня очень серьезная ПТСР разыгралась после всего этого, из-за опознания, из-за того, что было. То есть у меня и так проблемы со сном. Я понимаю, что если любой шум, когда я сплю в Бершеве, меня может разбудить и насторожить, то я не понимаю, как я буду тут реагировать. Я бы хотел попробовать. Возможно, это поможет мне излечиться. Возможно, это сделает только хуже. Но я считаю, что я должен попробовать. Ну вот за 2 года твоя травма, она, ну, лучше? Она постепенно усиливалась. То есть я могу Усиливалась? сказать даже, что в первые месяца полтора мне было как будто бы нормально. Вот как будто бы, я не знаю, Спал нормально, все нормально было, да. да? А потом вот постепенно начали проявляться разные симптомы. А какие? Поначалу было, что вот именно проблемы со сном, кошмары начинались жуткие, панические атаки вдруг. Я вообще не знал, что такое панические атаки. В жизни не чувствовал такого типа. Вот такое чувство, что тебя реально опять идут убивать. Прям на ровном месте. Ты находишься там в Энгеде, посреди гор, вообще туда никто не приезжает. Там собак нет. И у тебя чувство, что тебя идут убивать. Я вот в первый раз я это почувствовал, когда я ехал вот именно вечером в Энгеде из Бершевы по ночной дороге, и я вижу, как Тойота проезжает меня, серая, и просто разворачивается за мной. Я помню, что я тогда втопил. Я втопил в Энгеде, я ехал, я не знаю, 180-200, стопудово. Потому что мне показалось, что они вот сейчас меня идут убить. И вот постепенно вот такое вот ощущение, оно начало усиливаться. И некоторые симптомы начали усиливаться временами, некоторые уменьшаться. То есть вещи даже, которые я раньше делал, допустим, за 5-10 минут, сегодня мне надо 30 минут. То есть это даже по работе какие-то моменты. Потому что поначалу я даже работал до сих пор. Я полгода еще работал, до того, как это все стало прям невыносимым. То есть приступы гнева. Я просто мог сорваться на человека. Просто так, на ровном месте. И сейчас до сих пор такое есть? Да. Есть. К сожалению, таблетки не все помогают. Они немножко улучшают обстановку. Потому что я прохожу лечение и с психиатром, и с психологами. И я был даже на ферме. Кстати, советую вот людям, которые прошли. Есть ферма, которая называется Хаватлав. Там тоже много людей с посттравмой. Они туда ходят. И вот как будто их учат, ну, ходить заново, там, понемножку работать, проходить групповые сеансы. Вот это мне очень сильно помогло. Ну и таблетки тоже присутствуют, да? Таблетки присутствуют, и их меняют, потому что эффекта как такового... То есть они не удаляют у тебя это, к сожалению. И как-то притупляют просто? Просто притупляют, но тоже не сильно. Потому что это появляется, потому что вот именно даже паническая атака, она может за секунду просто прийти.